Даже с точки зрения ислама, я утверждаю, что Иисус превосходит Мухаммеда. Я использую исламского Иису, потому что я не верю, что исламский Иса — это настоящий Иисус. Потому что Павел сказал нам, если вы читаете второе послание Коринфянам, главу 11, то он предупреждает. Второе послание Коринфянам, глава 11, стихи 1 по 4. Он говорит: «Послушайте, я по сути обратил вас. Итак, вы моя духовная дочь, потому что он их духовный отец». Он говорит: «Я обручил вас, как непорочную деву, с единственным мужем». Потому что церковь — невеста Христа. Так что это духовные вещи. В этом нет ничего плотского, ничего физического. Вы должны подчеркнуть это, потому что у нас есть люди с больными умами, которые думают, что Христос придет и у него будет физическая жена. Нет, это церковь — духовная невеста Христа. Но есть нечто, называемое духовной девственностью. Павел использует это слово. Я хочу представить вас как невинную невесту для одного мужа. Но я боюсь, что как змей обманул Еву своей хитростью, так и вы можете уклониться от искреннего посвящения Христу. И как же сатана, змей, лишает нас нашей духовной девственности? Об этом говорится в стихе 4. Он говорит: «Если к вам кто-либо приходит и возвещает вам не того Иисуса, которого мы возвещали, или если вы получаете не того Духа, какого вы уже получили, или не ту радостную весть, которую вы уже приняли, то вы все это прекрасно терпите». Он говорит, что сатана заставляет христиан терять свою непорочность, девственность, представляя другого Иисуса, и они терпят это. Он говорит об исламском Исе, и я не говорю, что он об этом знал. Но другой Иисус — это Иса ислама, или мормонизма, или свидетелей Иеговы. Это не тот же самый Иисус. Есть только один Иисус, и мы должны понимать его правильно. Итак, Иисус, которого проповедовал Павел, был Богом во плоти, единым с Отцом и Духом Святым. Любой другой Иисус — это способ обмана сатаны. Поэтому, когда мы говорим мусульманам: «Да, мы все почитаем Иисуса», нет, мы этого не делаем. Я не почитаю вашего Иису. Ваш Иса — это не мой Иисус. Но когда христиане соглашаются с этим, Павел говорит: «Видите, теперь вы позволяете змею одурачить вас. Вы просто попались на его уловку». Это его уловка. Да, ты веришь в Иисуса, и я верю в Иисуса. Нет, твой Иисус — это Иса, который объявил о пришествии Мухаммеда. А мой Иисус — это Бог Мухаммеда, перед ногами которого Мухаммед склонится и признает его Господом. Это ваш Иисус? Они скажут: «Нет». Тогда ваш Иса — это не мой Иисус.